сразу на Bosch. На Bosch сняли у нас форсунки, проверили. Ну, какие-то отклонения есть, но ничего такого криминального не нашли. Ну, из-за чего может быть такие проблемы. Ну, соответственно, позвали нас. Мы померили компрессию механическим путем. Ну и увидели, что во втором и третьем близко к нулю. Ну, отсутствует практически. Фальш-форсункой дунули, где-то на каком-то цилиндре во впуск, на каком-то во выпуск. То есть говорит о том, что либо клапана гнутые, либо прогоревшие. А какой номер двигателя? Д2676. Д2676, Евро 6. Но при этом, да, недавно вроде клиент сказал, что делал движок. Не знаю, насколько давно и что именно делается. А, месяц назад, да? Денег. Я не знаю, со слов Бошевцев он головку менял. Снимаем защиту. Как тут интересно. Что именно? Турбина. Раз. Ну да. Турбина 2. Интеркулер. Там интеркулер отсутствует. Там только радиатор. Да? Система охлаждения. Интеркулера там нет. Идет здесь интеркулер. И, наверное, то есть он там на автобусе он сзади есть. А здесь, наверное, в поддоне где-то. Вон он висит. Еще одна вон. Ебала. Это тоже интеркулер. Интересно. Для охлаждения воздуха. С помощью антифриза. То есть там антифриз входит, выходит, охлаждается и там, и там. То есть здесь сначала через эту турбину сюда подают на ту турбину, на вторую и, соответственно, потом на тот интеркулер, с интеркулера на впуск. Сложно. Сложно, а как это разбирать? Вот это, вот туда залезть, чтобы открутить болты, снять головку. Тут надо тоже. Вот какой тут сапун, то есть тоже другой. Сапун. Индивидуальный какой-то. Сейчас смотрите, клапанов тоже понавешали. И ЕГР вот такой большой стал. То есть если на обычных он ну, как бы поменьше, в 2 раза больше. Мадина. Так, 2676 LF46. Короче, будет весело. Начинаем с того, что мы сейчас начнем. Это разберем эту сторону, а потом приступим к выпуску. Сливаем антифриз. Чтобы снять головку, надо будет снять этот патрон. Обычно мы откручиваем здесь. Ну, тут, я думаю, наверное, сзади откручу, его скину полностью. Ну, снимаем обычно головой топливную рамку. И самое основное, нам вот этот патрубок только снять, который идет сюда. Чтобы его снять, тут надо вот там поснимать. Поработать впереди чуть-чуть. Да, сейчас сначала проводку я все откину, отвяжу. Это откинем сюда и уберем здесь все спереди. Снимаем проводку. Подробно у меня не получится показать все моменты, как сейчас Сергей там что-то разбирает, поэтому на скоряк. Своим ходом приехал, не знаешь что? Да, вроде бы да. А, то есть просто компрессии не было в 2 цилиндрах. Ну, я точно не знаю, там помешали или кого спросить. Корпус термостата. Поэтому, значит, все-таки открутим здесь и вот здесь. Обратка и подача. И поднимем вместе с рамкой головку. Все, эта сторона освобождена. Осталось у нас только здесь. С чего ты начал? Вот с этого патрубка берем его, чтобы не мешался. Вроде кидает. Масла вроде нет. Вот этот вот вверх, чтобы снять. Видимо, надо все-таки снять его. Иначе никак. Никуда тут не залезть. Ага. А его, чтобы снять, надо снять турбину. А турбину, чтобы снять, надо снять двигатель.
и аксиомам. Будем в первую очередь снимать вот эту турбину. Дальше смотреть. Либо снимем ЕГР отдельно, коллектора выпускного, либо вместе. Ну, как получится. А у нас вот цель только головку снять. Я пытаюсь как можно меньше бы разбирать хотелось бы. Но, видимо, тут прямо не продумали так, чтобы без полной разборки практически. Нифига туда лазить. Что, могли, наверное? Да. Открутили. В принципе, доступ есть. Надеюсь, что он у меня вылезет. Так вот. Ну вот, теперь есть доступ. Достать с ЕГР. Если открутим сейчас вот эту нижнюю турбину, то мы сможем поднять вместе с коллектором, вместе с ЕГР. 3 болта просто открутить и все. Ну, 4. Какое практическое значение, какие преимущества дает эта вторая турбина? 2 турбины на моторе. Оп. Ну, автомобиль уже был на Bosch у нас. А они просто достали сейчас топливную на проверку? Да? Сняли топливную на проверке. Мы можем откручивать голову и поднимать. Прям так. Ничего больше снимать не надо. Откручиваем болты. Берем канвалку, потихоньку, аккуратненько. Стой. Ну, его прогорел, он прогорел клапан. Вон прям трещины, видать. Второй. Да. Второй выпуск, третий впуск. Третий вот согнутый. По-моему, он согнутый. По-моему, он как-то подсогнут. Итак, головку разобрали, все навесное сняли. Рассухарили. Смотрим. Седло прогоревшее напрочь. Где? Вот. По факту седло, вот оно прям под замену. То есть клапан вот видно. Вот так вот они образовались, потому что... А вот третий цилиндр. Ну это нормально? Ну, нагар это еще разбираться надо. Тут это ЕГР. Это впускной клапан, это ЕГР тут, конечно, дает свое. Ну, может, направляющие. Это нет, не бегает. А, кривой клапан. Да. Он не прилегал. Этот ровный, а этот кривой. Купили, Да, только ремонт поменяли. головки был. Ну как ремонт головки? Замена головки. Замена головки. То есть купили головку, поставили и вот. Под наше топливо что-то. Смотри, какая тут хуйня. Ну вот он. Все это чем дышит движок. Это впускные именно. О, сбивает он везде. Чем направляющий, это вообще хороший. Ну, ЕГР это что из себя представляет? То есть он берет, ну там пойдем покажу. Он берет на себя выпуск. ЕГР берет на себя выпуск, сюда уходит часть выхлопных газов. Выхлопных газов, да, сюда заходит. Здесь, ну, заслонка, которая открывает, закрывает. Вот откроет, и сюда пошла часть газов. Через охлаждение, вот здесь вот охлаждение с антифризное. Подается сюда, и вот у нас что во впуске, сколько сажи, гари.
А почему могло согнуть клапан? Почему такая фигня? И скорее народное дело. Какое-то Что-то залетело. лишнее попало. Смотреть, разбираться. Может, это, конечно, и при установке что-то где-то куда-то попало. По итогу мы решили, что поменяем просто седла. Здесь два и здесь два. 4 седла. Да. Остальные относительно нормального состояния. Там ничего такого плохого нет. Ну и 4 клапана, соответственно. Прошло у нас 2 недели, как приехали из Германии клапана и седла. А почему из Германии? Потому что в России их не было, да, на такую головку? Да, они немножко тоньше, немного других размеров. Ну и угол. Угол клапана тоже другой. То есть ни клапана такого не найти было, ни выпуска. Пришлось заказывать в Германии. Пуск-то это было особо не... Мира VGX21 ты нарезаешь углы. Да. Так, приступили уже к притирке непосредственно клапанов. Ну, хотя после мира особо и не надо, можно мир это и пройтись, то есть и говорят, что не надо даже притирать. Ну, то есть там 3 угла и просто ставят и все. Ну, мы все равно притираем, потому что все и бэушные надо притирать, смотреть, проверяем. То есть, Так, собираем головку мы уже. Смотрю, ты уже все установил, пока меня не было. Ну, тут никаких сложностей не должно возникнуть, да, то, чтобы показать можно было. клапана притерли, Клапана притерли. собрали, маслосъемные, соответственно, поменяли. Собираем. Приступаем к регулировке клапанов. Некоторым, конечно, покажется странно, что без мотора регулируем. Не на месте. Ну, здесь распредвал сверху, поэтому можно и так. Делаем метку вот эту вровень, ровно с головой. Вот эта меточка. Ровно с головой. Соответственно, у нас перекрытие 6-го. Регулировку первого будем регулировать. То есть первый цилиндр. Впуск 2-го, выпуск 3-го, впуск 4-го, выпуск 5-го. Потом мы делаем вот эту меточку с этой стороны. Прокручиваем. И регулируем оставшиеся. То есть сейчас мы делаем просто предварительную регулировку. Вот. Прежде чем затянуть головку, потому что прокладка потом уже не влезет она. Сейчас пока зазор есть, нормально можно заживить все. Можно, в принципе, прикрутить, притянуть. Также сейчас и по переду везде прикрутим. Понаживляем уже на места свои, а потом уже будем затягивать головку. Динаметрически затянул, поставил метки. Болты Делаю доворот. ГБЦ. Здесь идет 300 ньютонометров, 3 раза по 90. Адская штука. Ты хлопец здоровый, десантник. Должен справиться. Первый круг прошел. Берем инструмент посерьезнее. Ну вот альтернативный способ, как протянуть гайки. Такой вот
вещь, как она называется? Ну, мы ее мясорубкой называем. Она фиксируется в двух местах. Ну да, ее самая главная проблема, то есть в том, что вот это вот зафиксировать как-то так нормально, упереться, если у вас что-то, то нормально. А так она может соскакивать. И тут ты меньше усилий Ну да, прикладываешь. несколько раз. То есть вороточек уже маленький. Такую вещь можно приобрести в нашем магазине инструментов. В описании под этим видео есть ссылка на магазин инструментов, номера телефонов. В паре получается удобнее работать. Один переставляет и придерживает. Второй придает усилия. Лошадиная. Придает усилия. Болты все затянуты. Приступаем к установке форсунок топливных. Начинаем устанавливать проводку. Проводку ни слова. А? Проводку ни слова. Проводку ни слова. Устанавливаем блок управления двигателем. Укладываем проводку на свои места. Сколько в моторном цеху моторов в работе в настоящее время? Некоторые ремонтируются, некоторые разбираются, что-то диагностируется. Значит, раз, 457, 2 Scania, 3 разобранный, 4 разобранный, 5 гильзы меняют здесь, блоки, 6, там 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Сергей, у вас в работе 19 моторов. Как вы справляетесь с этим всем? Ну как-то справляемся. На некоторые там запчасти, Запчасти, да, где-то стоят. где-то ждем запчасти, где-то решения какие-то принимаются. Вот так вот. Примерно по 2 мотора на человека. Насколько? Ну, по 2 мотора на человека берем. Больше, ну, остальные как бы в ожидании. После установки проводки и фишек установили турбину. Далее мы оденем горный тормоз. Вот он новый устанавливаем. И до конца обвяжем мотор. Установим клапанную крышку и будем заводить. Так, ну взяли мы после моечки клапанную крышку и приступаем к ее установлению. Установке. Установлению. Это слово придумал. Оп. Так, мотор у нас собран и готов к запуску. Некоторые элементы еще не установили, защиты, мелочевка там где-то какая-то, которая не влияет на работу двигателя. Она будет установлена позже. Сейчас просто проверим, что у нас получилось, что у Сергея получилось. Прокачиваем топливо по системе. Хотел завестись? Да. Попытка номер 2.
Все сделаем, завяжем. Друзья, ну вот такое видео у нас получилось. Значит, что у нас? Прогорел один клапан, согнуло второй клапан, клапана заменили седла, подрезали, все сделали, притерли все остальные клапана. Ну да, проверили, почистили, притерли все остальные клапана. И все как ну, бы. да, И собрали. все, Ну, задымило. ремонт головки, снятие, установка головки, ремонт. Немного затянулся ремонт, потому что клапанов на такую головку не было в России, да? Да, То есть они- заказывали из Германии. Проблема в том, что по ВИН-коду одно стояло, по факту поставили голову другую, там 17 или 18 года голова, привезенная из Германии, и, соответственно, клапанов таких прям не было. То есть там другой немножко угол, и седло тоже проблема была. Ну, в целом все сделалось, все Да, нормально. заказали под заказ. Кстати, сейчас снимаем два интересных видоса. Это капиталка 501 мотора, это в следующих видео. И очень интересный мотор, как его, 471 вроде, да? 71. Да, Мерседес, это уже который стоит. Это Евро 5, да? Евро но 6. Это Евро 6? Это Евро 6. Мы выпали, пошли, и мы под Евро 6. Ну, то есть, мы еще мануала видео не нашли в интернете, чтобы кто-то снимал про них такого, да, серьезного. Наверное, будем первыми. Возможно. А так вот, все, всем всего хорошего.